Итак, друзья, мы сегодня снова поговорим с вами о плагинах Retouch.me. И я уже показал, как отрабатывают шикарно платные плагины. И вы, кстати, можете до 31 июля по моему промокоду в описании к этому видео купить абсолютно любой плагин со скидкой аж 30%. Но даже если ты смотришь это видео, а 31 июля уже прошло, ничего страшного. По этой же ссылочке, по этому же промокоду ты всегда можешь купить любой плагин со скидкой 20%, что тоже немало. А как эти плагины выполняют свою работу, вы можете посмотреть в соответствующих видео. Все необходимые ссылочки будут в описании к этому видеоуроку. А сегодня мы с вами поговорим о бесплатном плагине для частотного разложения от компании Retouch.me. Регистрируйтесь на сайте Retouch.me, скачивайте плагин, который называется Retouch.me Frequency Separation. Это и есть тот самый плагин, о котором мы сегодня поговорим. Ну а мы больше не будем терять времени и переходим к теме нашего видео. Поехали! Итак, друзья, открываем Photoshop, делаем, друзья, обязательно дубликат слоя, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-J или просто слой перетягиваем вот сюда на предпоследний значок. Появляется копия, и теперь заходим в фильтр, Retouch.me, Frequency Separation. И смотрим в правый верхний угол. Для того, чтобы у вас получились необходимые слои для частотного разложения, вам обязательно нужно нажать галочку Make Layers, а галочку чуть-чуть ниже, если нажата, я советую снять. По умолчанию она не должна быть нажата. И не надо ее нажимать, потому что это для очень сильных компьютеров. У меня эта функция не работает, компьютер подвисает, хотя он у меня не особо слабый. И я обращаю внимание вот на эту шкалу. Здесь вы видите три прямоугольника. Каждый прямоугольник отвечает за каждую частоту. Первая частота отвечает за цвет. Вторая частота, средняя, отвечает за крупные какие-то морщины и недостатки на коже. И третья, мелкая частота, отвечает за удаление мелких прыщиков, небольших рубцов, ямочек от детской оспы и так далее. За каждый, соответственно, слой отвечает свой прямоугольник. Вы можете его поменять, но я предлагаю вам потренироваться на дефолтных настройках. Их в принципе вполне достаточно для того, чтобы сделать качественную ретушь. И когда вы обработаете там с десяток другой фотографий, вы поймете, как устроена частотка, и вы уже сможете вручную здесь делать ваши настройки. По большому эти настройки нужны для различного размера вашего изображения, для различной глубины проработки, но, как я уже сказал, дефолтного значения будет вполне достаточно. Вот здесь есть пресеты, их 3, поэтому вы можете сначала потренироваться на дефолтном состоянии, потом изучить работу на этих 3 пресетах. После этого у вас сложится понимание, как это все устроено, и вы можете вручную менять эти настройки. А чтобы их поменять, для этого есть внизу под каждым прямоугольником, под каждым слоем 2 буковки. M отключает непосредственно слой и оставляет для регулировки 2 других, а кнопочка S наоборот отключает другие слои и оставляет именно текущий слой, под которым это S, соответственно, и находится. Все, друзья, не забудьте, чтобы у вас была галочка Make Layers, кликаем Apply. Итак, у нас появилось 3 частоты, необходимые слои уже приобрели свои названия. Давайте мы выделим все слои и поместим в отдельную папочку, раскроем ее. И самый нижний слой отвечает у нас за цвет. Этот слой необходим для того, чтобы удалить блики и сделать более равномерный цвет кожи, при этом текстура кожи, структура кожи будет абсолютно не затронута. Отключаем 2 верхних слоя, смотрим, чтобы выделение было на нижнем слое, который отвечает за цвет. Вы получаете вот такую вот размыленную картинку, но ничего страшного, вам это достаточно для того, чтобы продолжать с ней работать. Вам нужно видеть цветовые пятна. Выбираем мокрую кисть, это кисточка такая с капелькой. Выставляем все настроечки примерно от 10 до 20, я поставлю 20. Чем выше процент настройки, тем более сильнее, агрессивнее будет действие. Ну, мне эти настроечки необходимо выставить побольше для того, чтобы не затягивать это видео и чтобы лучше показать вам тот эффект, который получается. Да, моя ретушь может быть где-то будет не очень аккуратная. Не забывайте, что я здесь не сдаю экзамен. Я просто показываю, как работает этот плагин. Одновременно записываю видео, комментирую и пытаюсь еще не растянуть это все на 3 часа. Поэтому
Поэтому у меня стоит настроечки 20%, вы выбираете где-то 15%, а параметры эти следующие: влажность, заполнение, смешение и нажатие. Другие настройки не трогайте, только эти. Теперь, друзья, что мы делаем? Смотрите, вот здесь у нас есть блик, квадратными скобками меняете размер кисти, не делайте очень большой, вот примерно как у меня. И теперь мы с вами зажимаем Alt, у нас появляется образец, берем образец с соседних участков и как бы размазываем. Кисточка мокрая, поэтому она позволяет нам осуществлять такие вот плавные действия, как бы размазывая краску уже на покрашенной стенке, ну извините за аналогию. И для того, чтобы устранить этот блик, вы захватываете слева участки и тяните их вправо, а справа захватываете участки и тяните их влево, таким образом, чтобы сравнять пятна по цвету. Смотрим внимательно, работаем заодно, тренируем свой глазомер, пытаемся на изображении найти неравномерные участки по цвету и слегка их выровнять, чтобы переходы все были плавненькие, не было каких-то острых углов и грубых теней. Это делается именно для этого. Так, и не забывайте, что мы слева перетягиваем цвет вправо, а справа перетягиваем влево, как бы соединяя. Если у вас появляется в этом месте соединения какая-то четкая граница, вы также ее слегка размыливаете и берите образец цвета снизу, либо сверху. Ну, вы очень быстро поймете, как это работает. Достаточно обработать 1-2 портрета. Можно фотографию увеличивать, а кисточку слегка уменьшать. Не забывайте, что этот слой, он работает только над цветом и абсолютно не трогает текстуру изображения. Чтобы посмотреть на изменения, включайте слои. И дальше глазик на папочке зажимаете и смотрите. Было, стало. Было, стало. Над фотографией можно поработать еще, но я вам объяснил принцип, поэтому двигаемся дальше. Теперь мы что с вами делаем? Теперь мы с вами отключаем верхний слой, переходим на второй слой. Таким образом, у вас два слоя с включенным глазиком. Это нижний и который стоит над ним, который отвечает за средние участки. И вот теперь здесь мы можем поработать непосредственно с какими-то морщинками, складками и так далее. Давайте мы теперь возьмем обычный штампик. Непрозрачность нажатия 100%. Увеличиваем с вами размер штампика. Смотрим, чтобы у вас был выделен именно тот слой, на котором вы будете работать. И теперь давайте вот, например, удалим вот эту складочку. И можно также какие-то крупные недостатки на коже. Частотка очень интересный инструмент, и еще благодаря Retouch.me мы экономим кучу времени. Не нужно запоминать и делать вот эту раскладку самому, а просто нажатием одной кнопочки вы получаете необходимых 3 слоя. Здесь, в отличие от кисточки, мы просто переносим, копируем практически с соседнего участка на тот участок, который хотим исправить. И таким образом получаем более равномерную текстуру кожи без каких-то грубых переходов и так далее. Если в предыдущем шаге мы размазывали цвет, то здесь мы копируем и переносим чистую часть кожи на ту, где находится некий объектик, который необходимо удалить. Ну, давайте вернем верхний слой и посмотрим, что у нас произошло. Как видите, вся текстура у нас сохранена. И давайте смотрим. Я кликаю на глазик на папочке. Как вы видите, вот здесь складочка стала практически незаметная. Также можно поработать и с другими морщинками, с другими недостатками. И теперь мы переходим в верхний слой, который отвечает за мелкие недостатки. Мы также здесь будем работать с штампиком, и здесь будет происходить абсолютно то же самое. Здесь можно сделать покрупнее, здесь уже более кропотливая работа, и поэтому нам необходимо просто подогнать размер нашего штампика под тот недостаток на коже, который мы видим. Зажимаем Alt, берем образец и аккуратно переносим. Берите образец прямо с близких участков, которые находятся к тому прыщику, который вы хотите удалить. Так текстура кожи будет сохранять свою естественность, потому что текстура разная. На носике она одна, под глазиком она другая, на щеках она третья. Поэтому важно сохранить вот именно вот эту вот логику, которую нам подарила природа. Также при помощи этого инструмента можно убирать волоски, которые, например, случайно попали на лицо. И, конечно же, все эти инструменты, которые мы сегодня с вами проходим, их можно также применять не только к лицу, но и к одежде, например, или к мебели, если вы фотографируете. Здесь работа достаточно кропотливая, потому что вам необходимо будет поработать практически с каждым прыщиком, с каждым мелким недостатком. Действия очень простые. Каждый раз нажимаете Alt и переносите этот участок кожи
на тот, который необходимо полечить. Потренируйтесь, вы руку набьете очень быстро. Также можно убрать вот эти черненькие точечки, которые находятся вот здесь на носике между бровями. Ну, это очень долго и кропотливо. Мы, пожалуй, сегодня с вами этим не будем заниматься. Вот я покажу, что они легко также правятся. И с соседних участков вы берете и вставляете чистую область. И заменяете этой чистой областью вот эти вот точки. Ну и давайте посмотрим, нажмем на глазик на папочку и посмотрим, что в итоге мы смогли тут изменить. Так, до, после, до, после. Ну, очень неплохо, очень неплохо. Тем более это в таком экспресс-режиме. Я вот вижу тут еще недостатки, с которыми можно поработать более глубоко. Поэтому мы спокойно переходим на любые слои. И то, что мы увидели, мы просто дорабатываем. Если верхний слой не справляется, то мы просто-навсего идем с вами в средний слой и работаем с ним. Самое главное, чтобы не было каких-то мыльных пятен, необходимо сохранить текстуру кожи и убрать все мелкие недостатки. Ну вот здесь были такие достаточно большие неровности, которые верхний слой не убирал, а вот средний, я посмотрел, справляется в принципе достаточно неплохо. Ну и можно поработать еще с нижним слоем, поработать здесь, сделать более плавные переходы. Принцип понятен, давайте смотрим. Было, стало, было, стало. Ну и любая ретушь портрета, она, к сожалению, имеет свой побочный эффект, теряется объем. И можно, конечно, доработать этот объем руками, но я бы все-таки вам советовал обратить внимание на один плагинчик от Retouch Me, который называется Portrait Volumes. Он очень шикарно в один клик дополняет объем и делает даже такой легкий мейкап. И давайте мы сейчас проверим. И я добавил новый слой со всеми настроечками, со всеми изменениями, которые я уже осуществил. Кликаю фильтр, Retouch Me и выбираю Portrait Volumes. Доверю я, пожалуй, здесь автоматике, ничего не буду вручную докручивать. Кликаю Apply. И давайте посмотрим, как добавил объем. Смотрите, как интересно. Контур лица, глазки обвелись. Очень неплохо. Как будто здесь поработали профессионалы макияжа. Ну и давайте посмотрим теперь целиком вообще все изменения, которые мы с вами сделали. Буквально за считанные минуты до, после, до, после. Как вы понимаете, если уделить этому портрету хотя бы еще столько же времени, то результат будет в 2 раза лучше. Итак, друзья, плагины от Retouch Me экономят просто уйму времени, которое вы можете посвятить другим полезным вещам. Я надеюсь, что видео вам понравилось и было полезным, а если ты увлекаешься фотографией, не забудь заглянуть на мой сайт, там тебя ждет подарочный набор пресетов Desire, а в группе ВК вы всегда можете разместить свои фотографии и обсудить творчество других форумчан. Ну а я желаю вам удовольствия от ретуши и обработки фотографий, творческих высот и до встречи в следующих видео. С вами, как всегда, был Серджо. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.